Всем привет, здравствуйте, меня зовут Илья, это канал Изучаем C++ вместе, и мы продолжаем с вами заниматься по книге Стивена Прата, что-то же постоянно на фамилии его запинаюсь. Тысяча извинений, как говорится, перед Стефаном, но в любом случае, занимаемся по книге Стивена Прата, я понял, я просто с утра говорить не могу, и по книге Стивена Прата мы, значит, занимаемся язык программирования C++. В прошлый раз мы с вами закончили с листингом 2.3, сегодня у нас будем рассматривать листинг 2.4 и все, что к нему там пореконнектится, да, и сколько еще успеем за наши 20-25 минут, как обычно мы это с вами делаем. В любом случае, если не смотрели предыдущие ролики, то по ссылочке в описании обязательно переходите в плейлист и смотрите там сначала или откуда вы остановились, потому что здесь вам вряд ли будет что-то уже понятно. Если все посмотрели, то не забываем, как обычно, сначала ставить лайк и подписываться на канал, потому что я напоминаю, что за 28 дней последних время просмотра с подписчиками 66 почти процентов. Замечательнейший результат, но наш с вами челлендж 70%, поэтому нажимаем на колокольчик, увидели новый ролик, обязательно изучаем здесь вместе со мной замечательный язык программирования C++. Окей, поехали. Листинг 2.4. Напомню, да, там было все про функции. Прототип функции должен располагаться перед первым использованием функции. Чаще всего прототипы помещают непосредственно перед определением функции main. В листинге 2.4 приведен пример использования библиотечной функции sqrt. Ее прототип предоставляется включением файла CMAF. И, собственно, напишем сейчас мы с вами этот листинг. Называется он у нас sqrt. sqrt.cpp. Использование функции sqrt. Using function sqrt. Возможно, написал с ошибками, но зато попытался. Включаем заголовочный файл ее стрим, чтобы работать с объектами CNCOut. Далее включаем CMAF, соответственно, для работы с sqrt-шкой CMAF. И поехали наша основная функция main. Наша основная функция main, в теле которой мы указываем, что будем пользоваться ленивым пространством имен std, чтобы не писать префиксы. Далее объявляем переменную типа double, называем ее area, то есть площадь. Далее в объекте out мы будем передавать информационный поток. И тысяча извинений. С сообщением enter the floor area in square feet of your home. Соответственно, видите площадь, площадь пола, типа, и флур без флур. Видите площадь пола и вашего дома. Что такое? Square. Или арея это не площадь? Ну да, наверное, площадь, да, что у нас есть переводчик, просто я настолько полиглот. Видите площадь пола? Дома, в смысле всего дома, а это разве не пол? Площадь здания. Floor area это, я понял, то есть отдельно floor это пол, да? Или как, или это этаж, да, этаж, пол, дно. Получается, когда это floor area, имеется в виду... это словосочетание такое, да, площадь здания, площадь пола. Площадь пола, площадь здания, так-то можно было бы догадаться, но... вы поняли. В общем, при помощи оператора sin мы отправляем информационный поток в объект нашей sin и передаем туда нашу площадь пола. Далее мы объявляем переменную site, сторона, и, соответственно, узнаем, что наш сайт, присваиваем в него значение выполнения функции sqrt из библиотеки CMAF, и с параметром или аргументом, мы передаем в нашу функцию sqrt нашу переменную area. Окей, далее. В объект out мы передаем информационный поток, который содержит в себе сообщение what's the equivalent of a square. Square. Понятия не имею, что здесь написано. Сейчас будем разбираться. Сайт. Fit to the site. Точка. Endline. Я что, зря двигал, что ли? Так.
Это эквивалентно квадрату... А, ну, понятно. Ноги в сторону. Ноги в сторону. Ну, вы поняли, это эквивалентно квадрату стороны получается. Ну, в общем, сайт это квадрат нашей площади. Вот. Попробуй тут еще разобраться, что эти англичане от нас хотят. How fascinating. Ух, какое слово интересное, не знаю, что такое. Очень хочется узнать. Что это такое? Увлекательный. Fascinating. 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 It is channel study C++. Fascinating. О май гад. Так, ладно, что-то у меня настроение с утра, как обычно. Замечательно. Ну и ретёрнем 0. В общем, здесь все просто. Да, еще раз сверху вниз пробежимся. Сначала у нас комментарии название программы SQRT, что мы используем функцию SQRT. А далее у нас включение двух заголовочных файлов EOStream и CMAP. Соответственно, EOStream для того, чтобы мы могли работать с объектами COUT, перегруженным оператором вывода, и с объектом SIN, перегруженным оператором ввода. Соответственно, далее у нас объявление переменных ARIA и using namespace SSD для них, понятно, объявление переменных, вывод на консоль при помощи вот этих вот наших самых объектов. При помощи SIN мы вводим нашу площадь нашего здания и, соответственно, что тут у нас? И заводим переменную сайт, в которую мы зачем-то просто удваиваем нашу площадь. Зачем, непонятно, но, в общем, вот. И потом выводим на экран сообщение о том, что вот ваша удвоенная площадь равна вот этому. Да? Ну да. Подожди, SQRT это же корень. Или что? Стоп. Все, я сломался. Ладно, сейчас проверим. Да и как увлекательно получается. Вводим, запускаем, смотрим. Что-то я сейчас подумал, что SQRT это не квадрат. Или что? 58,6, по-моему, здесь в этой квартире. 58,9. Ну да, это же квадрат. Это в смысле не... В смысле, это корень SQRT. Все, Илюша, спекся. Спекся в самом начале. SQRT это корень. Кстати, недавно решал с ним задачи и все равно забыл. Что за жизнь? В общем, ввели площадь вашего дома, и он такой говорит, это эквивалентно 7 метрам, условно, да? Сторона. Какая сторона? 7 метров чего? Ну, в общем, просто корень. Берем корень из этого самого, да, не площадь считаем, в смысле... Я что-то сначала подумал, что это квадрат, и все. У меня, конечно, да. Тысяча извинений. Но, в общем, поняли, да, SQRT из CMAP это взятие корня. То есть, если мы ведем там 4, то у нас будет с вами двоечка. И все в этом духе 4, 2. 16, 4. Ну и вы поняли. В этом духе SQRT это корень. Ну, конечно. Ну, это вот это вот хорошее настроение, когда ты в хорошем настроении. Думалка не думает. Ладно, поехали. Использование библиотечных функций. Библиотечные функции C++ хранятся в библиотечных файлах. Когда компилятор компилирует программу, он должен искать библиотечные файлы для использования функций. Компиляторы отличаются между собой тем, какие библиотечные файлы они ищут автоматически. Если вы попробуете выполнить код из листинга 2.4 и получите сообщение о том, что SQRT является неопределенной внешней функцией, это значит, что компилятор не осуществляет автоматический поиск библиотеки математических функций. Кстати, давайте просто ради интереса закомментируем это дело и пересоберем. А почему? А почему мы смогли... А зачем тогда? Не, ну есть, конечно, всегда вариант, что ее стрим там как-то подключает. А если мы сейчас вернем CMAP? Ага. Вот этот его стрим, с ним вообще сомнения. Мне кажется, не нужно подключать никакие заголовочные файлы, кроме ее стрима. В общем, где-то ее стрим подключает еще и CMAP в себе. Где-то внутри ее стрима есть CMAP. А можно посмотреть? CMAP.
Не найден. Значит, внутри какого-то из чего-то еще где-то все-таки есть семаф включенный. Но ты никогда не узнаешь, где он. Вот такая вот интересная история получается, что семаф вроде бы как бы включили, да, а вроде бы как бы и не нужно было. Ну да ладно, работает. Зато мы проверили и еще раз поубеждались, что Ustream вообще очень интересный заголовочный файл. Хорошо. Компиляторы обычно добавляют к именам функций символ подчеркивания в качестве префикса. Это еще один намек на то, что они оставляют за собой последнее слово в нашей программе, о вашей программе. Если вы получили такое сообщение, просмотрите документацию по компилятору, в ней должно быть сказано, как заставить компилятор находить необходимую библиотеку. Например, в обычной реализации Unix может потребоваться указание опции "-lm library math" в конце командной строки. Но это нам не надо, мы с этим не работаем. Простое включение заголовочного файла CMAF предоставляет прототип, но не обязательно приводит к тому, что компилятор будет искать соответствующий библиотечный файл. Простое включение заголовочного файла предоставляет прототип, но не обязательно приводит к тому, что компилятор будет искать соответствующий... Кстати, а если мы нажмем вот на саму нашу функцию, она нас куда закинет? Это мы где? Correct math. Correct math. Вот она. Вот она, это из QRT-шечка. Вот мы здесь находимся. А как-то можно отсюда нам понять что-нибудь? Эх, когда же Илюша научится вот в этом всем деле разбираться? Здесь есть, да, какой-то correct. Ну, короче, где-то есть какое-то неявное включение чего-то от чего-то, да. Ну, вообще в EOStream получается. Получается, в EOStream где-то есть включение то ли CMAF, то ли в EOStream определена просто SQRT. Вопрос знатокам. Поясните, почему при отключении CMAF мы все равно можем пользоваться SQRT-шкой, и где она реализована. Ну, очевидно, что в EOStream, потому что когда мы EOStream тоже комментируем, то у нас все плохо, да. То есть у нас все плохо, и SQRT-шечка говорит это. Ага. Интересно. Ну, в общем, интересная история получается. Ладно, оставим это дело на потом. Ниже показан пример выполнения программы, представленный в листинге 2.4. Ввели мы, значит, площадь дома и увидели вот это вот все. Поскольку функция SQRT работает со значением типа double, в этом примере переменные тоже имеют тип double. Обратите внимание, что объявление переменной типа double имеет ту же форму или синтаксис, что и объявление переменной типа int. Имя типа, имя переменной. Тип double позволяет переменным array site хранить значения с десятичными частями, например, в общем, с точкой после цифры, да. В переменной типа double явное целое число, такое как 1536, хранимое в виде вещественного числа с десятичной частью, Как будет показано в главе 3, тип double поддерживает более широкий диапазон значений, нежели тип int. Язык C++ позволяет объявлять новую переменную в любом месте программы, поэтому SQRT CPP переменная site объявлена непосредственно перед ее использованием. Кроме того, C++ позволяет присваивать значение переменной при ее создании. Поэтому допускается следующая форма записи double size. Вот так вот можно было написать. И тоже было бы все ок. Такая форма называется инициализацией. Про инициализацию, по-моему, мы с вами... Был у нас понятие инициализации. АБВ и интерфейс, и интегрированная среда. А что, не было, что такое инициализация? Давайте запишем в наш словарь, что такое инициализация. Итак, инициализация – это процесс, при котором переменной, объекту или константе присваивается начальное значение. Инициализация может быть статической или динамической. Статическая инициализация происходит во время компиляции и использует константные выражения. Динамическая инициализация происходит во время выполнения и может использовать любые выражения. Инициализация может быть выполнена с помощью разных синтаксисов, таких как присваивание, список инициализаторов, конструктор или универсальная инициализация. Напоминаю, что все понятия из книги у нас записаны в Google Доке, ссылку вы найдете в описании. И еще вопрос к знатокам вот этим вот всяким, которые понимают, как это все сделать красиво. У нас становится очень много уже понятий, и не очень удобно здесь все это как-то дело искать. Есть ли
Или как сделать, чтобы был хотя бы какой-то ориентир там по буквам или еще что-то? Например, вот нужно найти слово инициализации, чтобы я не искал. Ну, конечно, наверное, Ctrl-F можно, да? Ну да, есть Ctrl-F. Но как-то красивее можно ли сделать? Напишите в комментариях свои предложения, как можно этот документ сделать поприятней в смысле поиска. То, что там написано и ссылочки, меня, в принципе, это все дело устраивает. Просто чтобы искать, но, видимо, через Ctrl-F это самое сейчас простое. Сам догадался, да, сам спросил, сам догадался. Ну, в общем, если есть какие-то еще более интересные штуки-дрюки, вы напишите в комментариях, как это сделать нам интереснее, чтобы наш словарик пополнялся и был прям прикольным, замечательным. Может, какое-то оглавление или как-то еще можно что-то замутить. Вот, окей, ладно, это лирическое, значит, отступление. Вновь люблю лирически отступать. Эх, поэтом надо было быть. Так вот, значит, такая форма записи называется инициализацией, и она подробно рассматривается в главе 3. Обратите внимание, что объект scene знает о том, как преобразовывать информацию из потока ввода в тип double, а объекту cout известно, каким образом вставить тип double в поток вывода. Еще раз обратите внимание, что объект cin Обратите внимание, что объект scene знает о том, как преобразовать информацию из потокового вывода типа double. То есть он знает, что у нас есть double, и он знает, как это дело преобразовать. А объекту cout известно, каким образом вставить тип double в поток данных. То есть он знает, как нам этот double вывести, когда мы его вот здесь выводим. Хорошо. Как отмечалось ранее, эти объекты достаточно интеллектуальны. Хорошо. Разновидности функций. Для некоторых функций требуется более одного элемента информации. Такие функции принимают несколько аргументов, разделенных запятыми. Например, математическая функция POP принимает два аргумента и возвращает значение, равное первому аргументу, возведенному в степень, указанную во втором аргументе. Например, математическая функция POW принимает два аргумента и возвращать значение, равное первому аргументу, возведенному в степень, указанного во втором аргументе. Замечательно. Прототип этой функции выглядит следующим образом. Double POW, double double. Прототип функции с двумя аргументами. Если, например, необходимо вычислить 5 восьмой, можно воспользоваться этой функцией, как показано ниже. Давайте воспользуемся. Создадим еще одну переменную answer. И как было выше, добавим POW. Ставим число какое-нибудь 6.9 и через запятую добавим ему степень тройки. И выведем это дело answer. Допустим, и посмотрим. Так, ну там надо ввести эту штуку. Вот наше число, то есть 6,9 в третьей степени действительно 328. Прекрасно, замечательно, великолепно. Получается, прототип функции с двумя аргументами описан он где-то там в CMAP. То есть мы можем перейти посмотреть, и здесь у нас... Здесь у нас... Здесь у нас... Пошел и умер. Ну, в общем, я просто думал, сейчас такой сюда перейду, а здесь что-нибудь такое простое написано, типа, ну вот, взял и все. А здесь все на... Как это называется? Под define-то. Все, у меня голова вообще... Что такое define? Как бы константы там определяют, но это не очень хорошо. Что такое define? Илюша! Все, голова сломалась. Ладно, поехали дальше. Если, например, необходимо вычислить 5 восьмой, 5 в степени 8, можно использовать функцию, как показано ниже. Есть функции, которые вообще не принимают аргументов. Например, одна из библиотек C, связанная с заголовочным файлом C stdlib или stdlib.h, содержит функцию rand, не принимающую аргументов и возвращающую случайное число. Ее прототип выглядит так. int rand void. Прототип функции, не принимающей аргументов. Ключевое слово void явно указывает на то, что функция не принимает аргументов. Если опустить это слово и оставить скобки пустыми, C++ интерпретирует это как неявное объявление об отсутствии аргументов. Если опустить это слово и оставить скобки пустыми, C++ интерпретирует это как неявное объявление об отсутствии аргументов. Эту функцию можно использовать следующим образом. PyGS run. Функция вызова без аргументов.
Обратите внимание, что в отличие от некоторых языков программирования в C++ должны использоваться круглые скобки в вызове, даже если аргументы отсутствуют. Обратите внимание, что в отличие от некоторых языков программирования в C++ должны использоваться круглые скобки в вызове функции. Ну понятно, то есть мы всегда используем круглые скобки, даже если отсутствует аргумент. Ну, это хорошо, к этому привыкли. Существуют также функции, которые не имеют возвращаемого значения. Например, предположим, что вы написали функцию, которая отражает число в формате долларов и центов. Если передать ей аргумент 23,5, на экране будет отображена сумма 23,5 долларов. Поскольку эта функция выводит значение на экран, а не передает его вызывающей программе, поскольку эта функция выводит значение на экран, а не передает его вызывающей программе, она не требует возвращаемого значения. Эта особенность функции указывается в прототипе с использованием ключевого слова void для возвращаемого типа. То есть, когда мы объявляем прототип функции, если мы не хотим из него ничего возвращать, мы делаем вот так. У нас такой прототип. Double. То есть функция void и баксы. А что ты подчеркиваешь мне бакс? Зачем? Не найдено определение функции bugs. Так это... Что надо-то? Интересно, почему подчеркивал? Так много вопросов у меня? Ну это же был просто прототип. Почему подчеркивал? Что я сделал не так? Может... Вот, сейчас зелененький. Вот это хорошо. Не, видимо, просто Visual Studio что-то того. Ладно, окей. Поскольку функция bugs не возвращает значение, ее нельзя применять в качестве части оператора присваивания или какого-либо другого выражения. Вместо этого вы имеете дело с чистым оператором вызова функции. Вызов функции возвращаемого значения нет. Поскольку функция bugs не возвращает значение, ее нельзя применять в качестве части оператора присваивания. Ну, то есть мы вот так же написать не можем, потому что она ничего не возвращает, поэтому не сможет ничего присвоить. Соответственно, это хорошо, это понятно. Или какого-то другого выражения. Вместо этого вы имеете дело с чистым оператором вызова функции. Вызов функции возвращаемого значения нет. То есть просто сюда передается значение и с ним что-то делается. Как будто бы так, да? В некоторых языках программирования термин функция используется только для функций, которые возвращают значение, а термин процедура или подпрограмма для функций, не возвращающих значение. Ну, окей. Однако в C++, как и в C, понятие функция применяется в отношении обеих разновидностей. Насколько это удобнее или неудобнее? Окей, понятно, непонятно, ладно. Так, хорошо, господа хорошие. 23 минуты, нормально, пойдет. Далее у нас с вами будет функция определения пользователем. Напишем listing 2.5. Форма функции поговорим на следующем занятии, заголовок функции и вообще, видимо, разберем, что такое функция, да. И если повезет, еще и listing 2.6 разберем. Мы, кстати, подходим почти к концу второй главы. Нормально, прям такая глава насыщенная, замечательная, великолепная, я считаю. Так, хорошо. Соответственно, давайте на этом тогда мы сделаем паузу, потому что здесь я уже забыл, что такое define. Не забыл слово, что значит define. То есть понятно, что там можно макросы определять, там все вот это вот. А что такое само define? Кошмар. Напишите в комментариях, что такое define. Тоже вспомните вместе со мной. Я сейчас загуглю, посмотрю, пойду и что-то у меня... Ладно, окей. Если вдруг что-то понятно, непонятно или как-то вот так, не забываем писать об этом в комментарии. Если все окей, то не забываем ставить лайк и подписываться на канал. Если вдруг еще не подписаны, а самое важное, нажимать на колокольчик, потому что напоминаю, что за последние 28 дней время контента, в смысле время просмотра контента с подпиской, было 66%. Замечательнейший результат. Спасибо вам большое, но наш с вами челлендж 70%, поэтому прожимаем на колокольчики и смотрим новые ролики. Занимаемся с вами по книге. Как хочется сказать Сиддхарт Харао, я просто 2 месяца этим занимался, 3 месяца первая наша книга, и у меня как это на автомате. Но занимаемся по книге Стефана Прата, и, соответственно, продолжаем заниматься и получать удовольствие. Вот. Меня зовут Илья, это канал «Изучаем C++ вместе», страдаю здесь вместе с вами, точнее, получаю удовольствие от C++, и изучаем, получаем вот это вот все. Увидимся с вами в следующих роликах. Всем пока. Что такое define?